Мы молодая семья, которая переехала в грузинскую деревню. Здесь, среди этих потрясающих гор, мы строим свою жизнь в непривычной системе, обустраиваем быт и выращиваем чистые фермерские продукты. Недавно мы расширились и взяли соседний участок заброшенной чайной плантации. Сегодня мы покажем, как впервые собираем на ней собственный чай. Пройдем весь процесс от начала до конца. Сбор нежного майского листа, завяливание, скручивание вручную, ферментация и финальная сушка. Заодно дадим бой дикой лиане, а еще покажем, как расширяем нашу пасеку. Ну и, конечно, куда же без математики. Мы честно посчитаем и покажем, сколько можно заработать на таком крафтовом производстве. Приятного просмотра! Вот как тут все по-другому, да, уже. Вот на самом деле удивительно, как меняется земля, когда к ней прикасаются руки человека. То есть совсем недавно тут были непролазные джунгли, да? Да, сегодня уже идем собирать наш первый собственный урожай чая. Надо же. Вот какие листики нежные, да? Да. Приступим? Да, Тася, будешь помогать? Давай тебе покажу, какие надо собирать. Видишь, вот эти темные листики, жесткие такие. Попробуй их. Попробуй. Видишь? Они будут невкусные и горькие. А мы собираем вот мягенькие, вот так вот макушечку. Не, вот так макушечку, видишь, мы отрываем. И тут раз листик, два листик и почечка. И вот это кладем, а этот мы оставим. А вот к нам пришел еще один любитель чая. Пошел молодые листочки, Настя, собирать прям. Смотри, конкуренты. Ты что-то один сюда приплыл. Стал в тенечек от дерева, от куста, точнее, чайного, и отдыхает.
Обед заказывали? Да. Что там у нас? Так, идем вон в тот тенечек на перерыв. Немного отдохнем от солнышка, от сбора. И будем с новыми силами дальше собирать. Для хорошего черного чая мы собираем верхние 2-3 листика, так как вот эти нижние листья, они более грубые и еще могут давать горечь чаю. Кстати, многие из вас могут подумать, что черный и зеленый чай – это два разных растения. Мы, кстати, сами были одними из таких до недавних времен. На самом деле это все один куст, Camellia sinensis называется. И из него уже, из этих листиков, да, путем ферментации получается два разных вида чая, черный или зеленый. Еще, кстати, существует белый чай, но это уже отдельная история, и его мы не успели собрать вовремя. Его собирают в марте, в апреле. В марте, в апреле, Это да? еще когда почечка не распустилась, еще таким пушком белым покрыта. Ну вот, это что-то похожее на это? Нет. Это Это уж- просто типс называется. Это где не раскрытый вверху листочек. Мгм. Да, а это прям вот самая молодой почечка, да? Да, когда она совсем не открылась. То есть вообще внизу нету молодых листиков, а только вот эта почечка беленькая. Ну вот в следующем году попробуем собрать, да? И она Сделать? практически не ферментируется, она просто подвяливается и сразу сушится. Интересно. Он считается самым полезным, мне кажется. Да, но из-за того, что мы сейчас соберем, мы собираемся делать только черный Чёрный. чай, потому как он у нас пьется лучше всего, он более ароматный, мы считаем. Ну а потом, возможно, время дойдет, да, и Будем на следующий год будем экспериментировать. экспериментировать, да, еще. В советское время Грузия была гигантом по производству чая. Но после 90-х плантации начали забрасывать. И мне кажется, вот это наша плантация с тех времен еще. Ну, тебе не кажется, это так и есть, потому как и соседи подтверждали, и по возрасту кустов видно, что они такие достаточно взрослые уже, да. да. Поэтому можно сказать, что у нас наследие тех времен осталось еще. Да, нам повезло. Так, более того, мне рассказывали соседи, что прежде чем посадить какую-то культуру в определенном регионе, то есть тщательно изучали, то есть брали образцы почвы, отправляли в лаборатории, там, в Москву на изучение. Ничего себе. Да, и чтобы вот просто так посеять какую-то культуру, нет, сначала все изучили. Поэтому вот это лучшая практика на тех землях, на которых уже сажали определенную культуру, продолжать это. Тем более чаем нам нравится заниматься, нам нравится его пить, нам нравится его собирать. Поэтому планируем возрождать на этом участке плантацию. Представляете, из 4-5 килограмм вот такого свежего листа получается всего лишь 1 килограмм чая сухого. И, кстати, самый качественный чай во всем мире считается собранный вручную. Да, не зря. Интересно, а как собирается в промышленных масштабах? Наверное, мне кажется, каким-то кусторезом вот так все обрезается. Я думаю, да. И Да. может попадать и плотные листья, и ветки, и палки. Да, конечно, они там, основная масса будет вот, ну, такой лист, но все равно. Если достаточно вот чуть-чуть попадания вот такого листа, и уже качество чая и вкус будет абсолютно другой.
Солнце заходит. Может, на сегодня все уже, Да, наверное? пора идти. Пора идти, потому что нужно посмотреть еще, сколько мы собрали за сегодня. Да, еще же нам это успеть переработать нужно, поэтому Пойдемте смотреть, сколько получилось. пошлите. Так, сейчас будем взвешивать. Интересно, сколько же мы собрали. Так, корзина номер 1. 950 грамм. Сейчас будем взвешивать вторую. Так, это корзинка номер 2. Здесь у нас 1180. Сейчас я раскладываю чайный лист для завяливания. Я от нашего дегидратора положила вот такие вот сетчатые подносы, чтобы листики дышали и не прели. И таким где-то 2-3 сантиметра слоем разложу сейчас. И будут они всю ночь у нас вялиться. Чтобы потом было легко их скручивать. Мы решили, что будем делать черный чай, поэтому немного расскажу вам про сам процесс. Листья у нас немного подвялились, 18 часов. Теперь самое время приступить к скрутке самого листа, для того, чтобы выделился из них сок и пошел процесс окисления, то есть ферментации. За счет этой ферментации и приобретается тот самый вкус черного чая, аромат. Так что давайте приступим к скрутке. Так, вот половину я уже закрутила. Теперь самое время накрывать влажной тряпочкой. В моем случае это такая марля плотная. Я ее уже намочила. Процесс ферментации занимает от 4 часов до суток. Будем ориентироваться на цвет и на аромат.
У нас прошло 10 часов. Вот такой вот чай стал цветом. Уже похож на настоящий чай. Аромат невероятный на всю кухню стоит. Теперь самое время начать сушить, чтобы остановить процесс ферментации. Сушить мы будем первые полчаса при температуре 70 градусов, чтобы остановить ферментацию. А потом уже переключимся на 50 градусов и будем досушивать уже до сухого состояния. Вот, посмотрите, какие лианы уже вымахали, от которых мы чистили весь участок. Наверное, Настя, я тебе сегодня одну оставлю, а сам займусь покосом, потому что, ну, невозможно на это смотреть. То есть с каждым буквально днем она вырастает, я не знаю, на 10-15 сантиметров, потому что вот только вчера мы ходили, да, она еще такая не была. Сегодня она уже огромная. Поэтому по плану Настю оставлю сегодня наедине с чаем, а пойду сам все это обкашивать. Давай. Мало того, что она вьется, так она еще под корнями, еще и она тяжело рвется, будет запутываться. Ну, сейчас я кое-что придумал, как это можно исправить. Собрал я вот такой бутерброд, чтобы косить лиану. Она состоит из первого уровня, это вот здесь можете видеть, это леска на шпуле, она нестандартная, но продается во всех магазинах. А второй уровень это вот такая металлическая пластина, да, с ножами, которые они вот так вот ходят еще по своей оси. Это достаточно эффективно работает на высокой траве, то есть я уже косил, проверял, то есть предотвращает от наматывания. То есть леска ее поднимает, эту траву, а вот этот верхний слой рубит на несколько частей. То есть мне очень понравилось, как это работает. Я думаю, на лианах тоже должно быть неплохо. То есть леской я буду подцеплять эту лиану не только на поверхности, которая, но или которая чуть-чуть вот под землей. Она начинает заматываться и будет подниматься чуть-чуть выше, где ее будет вот эти ножи обрубать. Ну, то есть посмотрим, как сейчас на практике это все будет работать.
Очень понравилась мне эта приспособа. Отлично все косит. Ничего не запутывается. Это с учетом того, что я еще не просто сверху кошу, да, а еще вот эти вот подземные корни у этой лианы. Вот я тоже их пытаюсь максимально дробить на части. Вот. Ничего нигде не путается, все сразу обрезается. Поэтому если тоже у кого-то длинная трава или такая, как у меня лиана, это вот отличный способ с ней бороться. Единственное, конечно, что леску будет необходимо менять, потому что она подтупляется. Но это обычный расходник, я считаю. Вот видно, как не острые грани слизываются, потому что я об землю, там камни еще много бью. Вот, и кое-где, конечно, отрывается. Вот она одна оторвалась. Сейчас поменяем и дальше продолжим. Такой вот майский урожай апельсин. Вкусняшка какая. Цветов. Цветов. Нет, вот эти вот. Чем вот просто, если пожевать. Ну да. Потому что цветы во все цветут. Фух. Собирать чай, конечно, поприятней. Уже почти день подходит к концу рабочий. Сейчас поеду, съезжу за детьми. Еще, наверное, бак другой прокашу. Если бы в обычных условиях, я, наверное, бы тут все уже выкусил. Но из-за того, что приходится прорабатывать не только верхнюю часть, поверхность, да, скашивать траву, но еще и углубляться под землю, чтобы убирать эти лианы и быть готовить для вспашки земли. Поэтому занимает намного больше времени. Ну, посмотрим, если таким темпом пойдет, то я надеюсь, завтра, послезавтра получится закончить. Погнали. А вон сколько еще осталось. Там она буквально распространилась вот до чайных кустов.
Там уже пореже, но все равно. И еще обязательно нужно будет пройти вот этот мини-овражек, потому как она может начать ползти на деревья. Как, например, вон там вот видно сухие. Так, все, по инструменту все берем. Вперед. Корзинка чья? Моя. Стульчик чей? Детей, наверное. Они будут у нас зрители. Да. Хотелось бы, чтобы помогали. Ну да. Все, один зритель, вот он. И вон второй. И главное подальше друг от друга поставить. Да. Да. Сейчас будете маме помогать чай.
Так, а вот в этом месте, где сейчас покосил, планирую развивать пасеку. Поэтому сейчас установим место, где будет будущее улья стоять. И я думаю, в скором времени подкупим отводки и поставим пару семей точно. Вот, кстати, у Кузи заметили обновки? Такой у него кожаный ошейник теперь. У него старый был тряпочный, но он уже из него вырос, так сказать, чуть-чуть ему давил даже на последней лямке. Поэтому сегодня был в зоомагазине, прикупили ему, да?
Так, включил я лазер, потому как на глаз не получается нормально ровно отпилить. Вот как получилось на глаз. Поэтому сейчас подпилим и уже будем каждый столбик равнять. Начнем вот с этого самого толстого. Вот так у меня получилось. Все отпилил в уровень. Столбы у меня из маньчжурского ореха. Вот эти вот три. А вот это вот апельсин, который здесь валялся на участке, отломанный. Апельсин, я знаю, очень плотное дерево, потому как, ну, во-первых, оно вечно зеленое. Маньчжурский орех не уверен. Не было у меня опыта. Заодно проверим. А ты чё, вот так в костюме ехал? Они там чуть разлетелись. Так, всю дорогу ехал в костюме, потому как то ли мы неплотно закрыли, то ли это какая-то уже пчела на запах залетела. Но в любом случае для безопасности, для своей. Вот такие вот две семьи мы приобрели. Спасибо Тимуру за помощь. Он там выбрал самые жирненькие рамки, полные с расплодом. Плюс натряс очень много пчелы. То есть, получается 2 по 5 рамок. Ну, как пчела это выйдет, будет, я думаю, полноценный улей. Поэтому сейчас устанавливаем на заранее подготовленное место. Так, сегодня 5-й день работы на участке. Мне осталось скосить вот этот вот кусочек небольшой. И вот здесь вот во враге. Вот здесь чуть-чуть на склоне. Вон там, где куча, и до леса. То есть сегодня, я думаю, как раз успеем. Настя, а что у тебя? А мне осталось вот эту вот часть собрать чая. Тут у нас еще участочек небольшой остался. И сегодня, я думаю, закончу. От забора.
place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sigh. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Cause you gotta let know what you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know what you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know what you can. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. 'Cause you gotta let know what you can. Gotta let know what you can. Запах, да? Да, пахнет очень вкусно. Даже перебивает цветение цитрусов. Ну что, сбор чая подошел к концу. Позади 5 дней просто сумасшедшего марафона. Мгм. И когда чай уже в кружках, можно наконец-то подвести итоги. Мы и пособирали, и поперерабатывали, и даже участок привели в порядок. Ну как мы? В основном собирала Настя, я только участвовал первый день. Потом, конечно, меня совесть замучила смотреть на эти лианы, как она оплетает участок, и я вот принялся опять его выкашивать. Ну, все равно, мне кажется, тоже большой вклад внес. Да, теперь уже кусты чистенькие стоят.
Будем продолжать в том же духе косить. Может быть, еще успеем что-то посадить. Объемы получились действительно серьезные. За эти 5 дней мы суммарно собрали 10 килограмм свежего зеленого листа. А после завяливания, ручного скручивания, ферментации и сушки осталось ровно 2 килограмма 750 грамм черного сухого чая. Тарас, а ты считал, сколько это будет в готовых пачках? Ну, если фасовать, как это сделала ты, по 40 грамм упаковка, получается примерно 70 пачек. В нашем интернет-магазине одна такая пачка стоит 40 лари. Получается, если это все реализовать, в итоге мы получим 2720 лари за 5 дней работы. Вот такая математика. Но мы, конечно, все подчистую продавать не будем. Приличную часть оставим себе, родственникам, друзьям, гостей будем угощать. Да, у нас как раз сейчас начинается Да. сезон гостей. Много кто нам едут и будут пробовать наш вкусный чай. Да. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами. До встречи в следующих выпусках. Приятного чаепития. Всем пока.